Мы перелетели в Аргентину, это стоило нам 500 000 рублей. Мы так задолбались лететь сюда. И вообще этот переезд оказался одним из самых стрессовых и самых непонятных в нашей жизни. И, казалось бы, такое должно происходить в жизни, в принципе, ну, может, раз. Ну, может быть, несколько раз. Но нет, ребята, самый трэш ожидал нас только впереди. При переезде из одной квартиры в другую. Да-да-да. И это даже, наверное, оказалось более стрессово, чем, в принципе, переезд в Аргентину. Ну или так же. И вот, к чему я конкретно. Почти месяц назад у нас закончился годовой контракт. А здесь, недалеко, в Бельграно, мы снимали квартиру, трешку, ну, по местным меркам это 2 квадратные маленькие спальни, квадратная небольшая гостиная и очень-очень маленькая кухня. Ну, как в пятиэтажках, вот, в Москве, Подмосковье, наверное, во всей России. 45 квадрат. Мы снимали ее первые полгода за $750, все включено. Нашли на Airbnb, пожили, заключили контракт напрямую и, в общем-то, с нас даже депозит не взяли. Шикарно, шикарно. Через полгода нам стали повышать арендную плату, и это было уже $850. Ну, куда ни шло. Мы посмотрели на то, что вокруг, в принципе, действительно везде цены растут, да как и везде, и согласились. Окей, 850 мы платили в месяц следующие полгода. И вот 3 недели назад у нас закончился контракт, и нам внезапно озвучили стоимость, если вы хотите продлить ее, $1450 в месяц. Вот просто с пустого места почти в 2 раза. И типа, потому что вокруг выросло жилье в цене. Я смотрел, если что, оно, в общем-то, не сильно выросло. Ну или там было жилье супер лучшего класса, в отличие от нашего бабушкиного варианта, к которому мы просто привыкли со временем. И вот, друзья, мы оказались на пороге выселения, потому что, конечно, мы не готовы в 2 раза больше платить за такую ну, как бы вообще, нам нужно уже даже больше пространства и так далее. И все, и мы понимаем. У нас дети уже здесь привязаны к садам. 2 старших ходят в один сад. На другом конце района, грубо говоря, 3 ходит в сад. И, конечно, под конец учебного года вырывать их куда-то и перемещаться, ну нет. Я за месяц до выселения стал активно искать жилье. Конечно, поскольку я уже сталкивался с вопросами недвижимости для своих клиентов, а это в основном пары или пара с младенцем, проблем со стороны владельцев для них ну, гораздо меньше, чем для нас, для семьи с 3 детьми. Я прошерстил и запомнил уже, наверное, весь Зона.проб, Arden.проб. Это сайты с недвижимостью, временной арендой и длительной арендой, и продажей. Airbnb, да. Mercado Libre, на котором тоже очень много вариантов. Да, конечно. И я за месяц столько общался с собственниками, я столько списывался со всеми, я уже занижал количество детей. И все равно мы оказались за неделю до выезда, даже меньше, без вариантов. Без вариантов, ребята. И мы, конечно, поехали. И все вещи на мне. Вот я вставлю даже здесь, скорее всего, из Instagram наши истории. Собрали все чемоданы, все шмотки, все помыли квартиру и двинулись на неделю в типа студию на Airbnb, которая по факту оказалась просто комнатой, отсеченной от большой квартиры. Но мы подумали, что ж, у нас висел один из вариантов очень хороших на долгосрок, но контракт нужно было подписать как раз таки вот неудобно, нужно где-то пожить недельку. Ну и, в общем, параллельно я искал другое жилье, но тем не менее, часики тикали, у нас уже предстоит съезд с этого жилья на Airbnb, на котором мы неделю в этой комнате ютились. И как раз прям в последний день нахождения в этой комнате студии у нас должно было произойти подписание контракта на год в квартире очень просторной, 65, наверное, квадрат, здесь в Бельграно. Стоимость у нее была 800, плюс там 300 тысяч песо экспенса, что, в принципе, очень даже доступный бюджет. Эту квартиру мы нашли через Telegram. Русский мужичок ее выставил, говорит, помогу сдать от хозяйки. Я такой, окей, мы приехали, все посмотрели, ну, старая, ну, убитая, они 2 года ее снимали, там все пошарпанное, типа, ну, естественно, люди жили с 3 детьми тоже, по-моему, 2 года. Я такой, окей, хорошо. Мы договорились о встрече уже непосредственно с владельцем. Я приезжаю на просмотр, напоминаю, что на следующий день у нас уже заканчивается временное жилье, и все, нам некуда ехать.
Мы договариваемся о том, что мы подпишем, я говорю, деньги у меня с собой, я приезжаю туда на просмотр этой квартиры. Оказывается, там 3 владельца. Они братья и сестра. И они начинают активно спорить о том, вообще стоит ее сдавать, не стоит ее сдавать. Один хочет продать, другой... Все это происходит при предыдущем жильце. Он там же со мной присутствует. Я на испанском со всей вот этой толпой общаюсь. И мы в итоге приходим к тому, что квартира доступна только на 3 месяца. И контракт можем подписать завтра. Я такой, ну окей, вариантов нет, на улице я с детьми и с вещами не хочу оставаться на следующий день. Поэтому да, я готов подписать даже на 3 месяца. Приезжаю домой, с меня уже собирают данные, мои ДНИ, номер, там все дела. Все четко, все классно. Жмем руки, целуемся с владельцем, с этим, который со мной все это решал. И что вы думаете, ребят? На следующий день, у нас уже крайний день проживания, мы уже все на вещах. И в день подписания контракта мне пишет, вот сестра, одна из владельцев, говорит, я подралась и поссорилась со своим братом, чуть ли не на жизнь, а насмерть дралась с ним. И, ребята, ну, мне говорит, разговаривай с ним сам. Он что-то там, короче говоря, финты какие-то выкидывает. Я ему пишу, он говорит, слушай, вот моя сестра об этом не говорила, ну давай-ка мы позаботимся о гарантии. Наверное, с этого стоило вообще начать. Но если что, для оформления... Здесь, в принципе, очень распространены гарантии. Когда за тебя поручается собственник какого-то жилья в Кабо, в Буэнос-Айресе, или есть Seguro de Caución, когда это, типа, делает безопаснее эту сделку для владельца, как бы, что если ты перестанешь платить там или еще что-то, страховая это компенсирует, но это требует большого объема бюрократии, потому что должен собрать документы, ты должен здесь официально получать доход в течение полугода, 8 месяцев, то есть это гемор. Человек мне об этом говорит в день подписания контракта. И в итоге я с ним общаюсь, он знает мою ситуацию, что я вот с детьми, что мы рассчитывали на этот вариант, и мы уже договорились, вчера руки пожали, я все финансовые вопросы обсудил. Он меня морозит до самого вечера, до 7 часов вечера, он пишет, я больше не в этой теме, и вообще. Я ему высказал, конечно же, все, говорю, он говорит, это все не со зла, я говорю, знаете, вот ваше не со зла, это вот это, вот это, вот это, и вы, тем не менее, оставляете нас с семьей на улице, получается, несмотря на нашу договоренность. Он это уже не читает, он там... короче, ему пофигу. И мы остаемся в ситуации, что вот вечер заканчивается, а завтра нам уже негде жить. И мы ищем экстренно еще одно жилье, хотя уже голова, ей-богу, ребята, жить без дома, вот так вот, когда мы еще были бы парой или поодиночке, это может быть понятно и окей. Когда я один с этими чемоданами, рюкзаками, детскими стульчиками, кроватками и прочим, всем жена со мной, дети мои 3, с которыми надо гулять, с которыми надо быть отцом, да, понимаете, да, я же не могу, типа, вот, это уже 2-й переезд за неделю со всеми вещами и детьми, благо, что садики государственные работают, у нас с ними все в полном порядке. Так вот, ребята, и мы сейчас находимся здесь, сейчас находимся в студии, достаточно просторный, гуляем очень много с ребятами, чтобы нам здесь ничего не разносить, чтобы нам по минимуму мозг, в общем, выносили. Продолжаем искать жилье. Ребята, я уже общался с Энкаргадо со всеми, это люди, которые содержат комплексы здесь. Я уже напрямую, через садик, через всех, и уже просто через всех. Вот у тебя есть деньги, у нас есть деньги. Вот есть бюджет $1700, допустим, лежит в кармане, 1500. Приходится как-то обыгрывать ситуацию с 3 детьми, потому что это гигантская проблема. Приходится, допустим, говорить, что я сейчас заеду вот там с 2 детьми или с 1 ребенком, там ко мне потом присоединиться, там приедет. То есть ты начинаешь уже такую ахинею. А если есть альтернативные варианты какие-то, чтобы снять, вот заехать, владельцы очень боятся, за все боятся, ребята. Мы смотрели много квартир. Как только начинается особенно детская тема, они боятся, видимо, что мы окупасами станем или еще что-то. И они просят гарантию или взамен оплачиваете полгода вперед. Это нормальная практика здесь. Мне человек пишет, я говорю, вы бы смогли вот сейчас взять и заплатить столько. Это стоимость половины машины или там машины. Он говорит,
Да нет, это нормально абсолютно. И, допустим, мне называют, то есть в среднем цифра получается, чтобы заехать в первый месяц заплатить где-то 3-4 тысячи долларов, может быть 5 тысяч долларов, при том, что само жилье может стоить, ну, 700. Понимаете? Ну, 700 может стоить, 1000 может стоить. Ну, вот в таких пределах колебаться. Конечно, это полная дичь. В основном за это ты получаешь просто обычный вариант. Просто паркет, просто от бабули, иногда пустой. Но ты платишь за него огромные деньги, и несоответствие между стоимостью и качеством жилья, безусловно, конечно, я везде решаю огромные проблемы. Везде есть то с плесенью, то с электричеством, то, не знаю, с ремонтом элементарно, то с соседями. Но это большой конструктор, понимаете? И вот я продолжаю его сейчас собирать. Каждый день вытягивает огромное количество ресурса, потому что ощущение вот это без дома, без понимания, что ты куда-то возвращаешься, где ты еще будешь жить год-два, это очень бьет по состоянию. И честно, огромная усталость за это время. Огромная усталость. Параллельно еще работа, параллельно все иммиграционные вопросы. Ребят, вот такая ситуация у нас вообще вышла сейчас с жильем. И это за такого трэша от аргентинцев здесь начувствовался и услышал. И я не говорю, что аргентинцы плохие люди. Просто в большинстве случаев большинство аргентинцев действует одинаково, и это очень ненадежное получается сотрудничество. Может быть, мне везет на это, да, вот в деловой сфере, в сфере недвижимости, но тебя могут игнорить, тебя могут отложить на завтра или на неделю, или просто, не знаю, ожидать, что раз ты экстранхеро, раз ты приезжий, то, конечно, ты мешок денег для него привез, понимаете, и готов ему 2 депозита вперед заплатить, за 5 месяцев вперед заплатить, неплохо бы еще гарантию подтверждения доходов показать, конечно же, ну и заедешь, ты будешь еще закупать всю технику туда и делать ремонт. Ребят, это так как есть. Есть варианты в Буэнос-Айресе классных комплексов, классных. Сейчас в данный момент, конечно, упираются в бюджет, хотя в прошлом году у нас была прям совсем задница объективно. Было за $600 жилье, когда мы только прилетели полгода. И тогда не было понимания, ни как я работаю, ни где я работаю, ни клиентов, ни связи, ничего. Сейчас же я считаю, что деньги есть, нормальные объективные деньги, потому что те, у кого здесь есть супруг, супруга, аргентинцы, о них так заботятся. Они за $500 плюс депозит, и все, и дальше $500 каждый месяц снимают отличные, нормальные, такие же варианты, какие для нас доступны только за 3-4 тысячи баксов, понимаете? Отношение к иностранцам, да, оно не очевидно, то есть тебя принимают, вроде бы все улыбаются, но когда ты копаешь глубже, ребята, наверное, так везде. И да, это отдельная тема для отдельного ролика, но с недвижимостью, ребятки, обстоят вот так дела. Вариантов много, варианты на разный бюджет, на разный кошелек, но будьте готовы к тому, что здесь в 90% случаев потребуют гарантии от собственника. Seguro de caución. Также несколько депозитов или оплата контракта вперед, или хотя бы 3-6 месяцев вперед. Поэтому альтернатива это Airbnb. Очень хорошая альтернатива, кстати, потому что у вас потом появится контакт владельцев, но вообще не стоит обходить Airbnb, стоит соблюдать правила, и, конечно, это вас и хозяина тоже страхует. Mercado Libre, зона проб, Родинпроп, так что желаю вам как следует готовиться к переезду. А лучше еще, если вы нашли хороший вариант, не переезжайте, стараться не испытывать этот стресс, выдирание себя с корнем и нахождение в подвешенном состоянии. Такая история нашего переезда, который еще не закончен. Обязательно оставайтесь на канале и следите за тем, где же мы в итоге окажемся на долгий срок, а это вопрос недели-двух. Поэтому, ребята, спасибо за просмотр, приятно с вами поделиться. До новых встреч на моем канале. Чао!